Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре внешний бокс от компании Orica для M2 SSD. Кстати, данный внешний бокс можно купить по хорошей цене на AliExpress. Ссылочку оставлю под этим видео на официальный магазин. И для вас у меня есть бонус. Промокод, по которому этот внешний бокс будет еще дешевле. Так что смело переходите на AliExpress. И если вас все устроит, можете покупать. Внешние боксы для NVMe SSD все больше и больше набирают популярность. И от производителей сейчас каких только вариантов нет. От той же компании Orica просто масса разных вариаций. Но сегодня не простой внешний бокс, а с RGB подсветкой, которая будет красиво переливаться во время работы. Что же касается характеристик, здесь у нас интерфейс USB 3.2 на 10 гигабит в секунду пропускной способности. Значит, хорошая SSD внутри. Конечно же, PCIe 3.0, потому что PCIe 4 смысла ставить сюда нет, потому что скорости будут ограничены, хотя тоже можно. Здесь у нас скорость будет по синтетике, это 1000 мегабайт в секунду на чтение и запись, а скорость записи будет у нас в районе 650-700 мегабайт в секунду. Реальная скорость записи. И так, к сожалению, на всех внешних боксах, и когда вы используете внутри еще и SSD. Соответственно, на всех внешних SSD. Но перед тем, как сделать все тесты нашего внешнего бокса, давайте еще расскажу про приятные плюшки. Конечно же, наличие отвертки в комплекте. Да, пусть мы за нее и заплатили, но зато удобно. Достал, собрал, ничего искать, какие-то дополнительные отвертки, винтики здесь не нужно. Это плюс. Ну и отдельный шедевр, который мне очень понравился, это вот этот вот проводочек. Он как бы Type-C, Type-C, но с переходником на Type-A. И это все выглядит, и это все сделано максимально качественно и удобно. Все вот так вот складывается, сворачивается, ничего не мешает. И у вас одновременно и Type-C, Type-C проводочек, и легким движением у вас Type-C, Type-A. Вот это прямо круто. Но перед тем, как начать тестирование нашего внешнего бокса, давайте, конечно же, перейдем на официальный сайт Orica. Здесь у нас представлены, конечно же, разные цвета можно выбрать. И здесь у нас все основные характеристики по нашему боксу. Самое главное, 10 гигабит в секунду у нас поддерживается интерфейс USB. У нас 4 терабайта максимум можно установить SSD внутрь. Ну и все остальные там габариты, подсветки, кабель у нас очень удобный. Все здесь у нас, конечно же, указано. Конечно же, все здесь нам хорошенько рассказывается. Но давайте перейдем на официальную страничку AliExpress с нашим внешним боксом. Вот здесь-то куда интереснее. Не смотрите на цену, потому что с купоном цена у вас будет гораздо ниже, гораздо приятнее и гораздо интереснее для покупки. Собственно, выбираете цвет, заказываете, ждете и получаете ваш внешний бокс с RGB подсветкой. Что касается характеристик, мы с вами в принципе все уже увидели. Все у нас здесь дублируется с основного сайта. Но давайте подключать нашу коробочку. Отлично. Звуковой сигнал есть, накопитель определился и начал наш корпус переливаться. Да, симпатично, да, круто. Но, конечно же, запускаем Crystal Disk Info, CPU, ID, хардовый монитор, все утилиты, в которых мы будем отслеживать и температуру, и что у нас с SSD происходит. Так, сворачиваем. Вот, отлично. Он у нас определился, все без проблем, только нет температуры, поэтому за температурой будем следить именно здесь. Именно в Crystal Disk Info. Так, супер, запускаем IDU 64, может быть и температурный датчик у нас будет показан здесь, в чем я сомневаюсь. Раз он не определился там, да, здесь у нас накопителя нет. Ну и первый тест, это, конечно же, Crystal Disk Mark. Посмотрим, как разогреется корпус нашего внешнего бокса с SSD Samsung 970 V Plus внутри.
Тест у нас подходит к концу, 61 градус на SSD у нас был. Ну и что же касается полученных скоростей, то здесь у нас все соответствует накопителю с пропускной способностью 10 гигабит в секунду. Внешнему боксу, точнее, 1023 на чтение, 955 на запись. Да, здесь у нас 1000 на бенчмарках должна быть. Стоит отметить также высокая случайная 4К 28 мегабайт в секунду. На тесте SSD Benchmark у нас 797 баллов. Также у нас определился здесь контроллер, который отвечает за преобразование с NVMe интерфейса на USB. Это у нас Realtek RTL 9210. Но после теста Photodisk Benchmark у нас 69 градусов на нашем SSD. И вроде как даже не перегревается. И тротлинга у нас здесь нет. Что ж, смотрим, что у нас будет на Adja Video Systems. Размер файла 16 гигабайт. Ну а скорость здесь мы с вами получаем ожидаемые. Но на игровом тесте 3D Mark 983 балла мы с вами получаем. Тоже все здесь у нас в полном порядке. Теперь сворачиваем все полученные результаты. Обязательно показываю вам операции ввода-вывода, которые мы получили на накопителе во внешнем боксе. Ну и выполняем команду Trim на нашем накопителе E. Делаем паузу 15 минут и переходим к тесту на реальную скорость записи. Будем SSD заполнять. Ну а теперь, как обычно, будем копировать папочку Renders PCIe 4.0 SSD накопителя Samsung PM9A1, объем 2 терабайта. И смотрим. 660 мегабайт в секунду у нас реальная скорость записи на SSD. Здесь все в полном порядке. Поэтому давайте смотреть, что будет дальше. Ну и что будет с температурой, конечно же, нашего SSD внутри. В конце записи первой папки у нас скорость прежняя, 660 мегабайт в секунду. Здесь ничего удивительного нет, потому что даже после заполнения SLC кэша SSD Samsung 970 EVO+ показывает 800 мегабайт в секунду. И здесь у нас никаких снижений быть не должно. Температура у нас, кстати, SSD уже 66 градусов. Что касается термопара на корпусе, 38. В конце записи второй папки у нас 640-650 мегабайт в секунду. Что касается температуры, 74 градуса. В конце записи третьей папки скорость прежняя. Температура у нас 80 градусов. Скоро тротлинг. Ну а на записи последней четвертой папки у нас 83 градуса. Скорости прежние. Тротлинга здесь мы с вами не наблюдаем, потому что у нас скорость и так здесь ограничена интерфейсом. Заполнение SSD, да, он нагрелся у нас, 46 показывает термопара у нас на корпусе. Что касается, если мы потрогаем его руками, ну да, горячий корпус, поэтому термопара, наверное, здесь из-за маленького пятна контакта не совсем корректно показывает данные. Но SSD мы с вами разогрели, проверили полную запись 400 гигабайт. Что ж, корпус, тест прошел. И SSD у нас хоть и дошел до температуры тротлинга, но на скорость это у нас никак не повлияло. Поэтому давайте подводить итоги. Тесты сделаны, результаты получены. Да, корпус у нас с подсветкой по 5 светодиодов с каждой стороны. И все это дело светится у нас очень эффектно, красиво и не так навязчиво, не так ярко. Поэтому здесь компания Orica постаралась и сделали все хорошо. Кому-то RGB подсветка важна, кому-то нет. Да, она частично, я думаю, все-таки может подогревать корпус. Но, как вы уже видели, тоненькая пластинка, радиатор, которая на SSD устанавливается, она, к сожалению, никак не контачит с верхней крышкой. И, соответственно, теплоотвод у нас не такой быстрый, не такой эффективный. Но при этом SSD не раскаляется до таких моментов, когда прямо невозможно к нему прикоснуться. И я думаю, именно поэтому здесь не сделан теплоотвод на корпус. Для тех, кому нужен теплоотвод, у Orica есть отдельные внешние боксы с ребрами, совсем, с термопрокладкой. Я уже делал на такие обзоры, так что можете посмотреть. Ну и в итоге внешний
внешний корпус M2R2G2 отличное устройство, если у вас есть свободный NVMe SSD накопитель, который можно таким вот образом использовать. Так что к покупке рекомендую, особенно тем, кто любит, когда что-нибудь светится, но непринужденно, не ярко, и глаза эта подсветка здесь не режет. На этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про промокод, который дает хорошую скидку на этот внешний бокс. Ну и увидимся на новых обзорах. Пока-пока.